Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Украинский политтехнолог Сергей Гайдай со мной на связи прямо сейчас. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Саша. Сергей, сообщение с утра от командира с позывным Мадьяр о том, что есть приказ отступать от Бахмута, конкретно его подразделению. Позже появляется Пригожин с видео, где с украинскими пленными он находится в Бахмуте, и эти пленные обращаются к Зеленскому. И Пригожин сам просит выводить войска. Скажите, эта ситуация в Бахмуте – это последнее украинское отступление? Саша, вы меня спрашиваете вещи, на которые у меня нет ответа. И более того, я не думаю, что есть ответ у кого бы то ни было. А уж если кто-то может и предполагать последнее, это должен быть все-таки человек военный, военный эксперт, у которого точно есть данные о ситуации в украинской армии и о ситуации на фронте. Поэтому, очевидно, это не ко мне. А другое дело, если вопрос звучал, вам бы хотелось, чтобы это было последнее наше отступление? Безусловно. Ну и потом, тут, знаете, очень сложная дилемма между двумя, скажем так, позициями. Первая позиция. Если речь идет о сбережении нашей армии и о сбережении сил наших военных, то, безусловно, надо отступать. И Бахмут, который сегодня, скорее всего, уже давно не является населенным пунктом, в котором можно жить и представляет какую-то ценность, кроме как территория, это давно огромное количество руин, точно не то место, ради которого надо положить сотни жизней наших бойцов. Более того, я напомню вам, что россияне в этой войне 3 раза очень серьезно отступали. Первый раз они уходили из-под Киева и из северной части Украины. И, в общем-то, надо отдать должное, что для них это был важный шаг. Да, это было проигрыш, это была очевидная констатация фактов, то, что их войска не способны выполнять те задачи, которые перед ними поставило руководство. Но, с другой стороны, они сберегли свои силы и перенаправили и создали для нас серьезные проблемы на Донбассе. Второй раз они отступали, понятно, Изюм, Балаклея. Там это больше напоминало на бегство, но бросание техники. Но тоже их отход – это способность закрепиться на границе Луганской области и создать именно там укрепление и дальнейшую угрозу для украинских войск. Ну, про Херсон все знают, да? Их отход был очень подготовленный, очень организованный, и, соответственно, это тоже сберегло их силы. Это давний исторический, военно-исторический момент, когда что стоит: сдать территорию, сохранив армию, или положить армию окончательно до последнего солдата, защищая территорию. Более прагматический и более, скажем так, эффективный выбор – это все-таки сохранять армию, потому что армия может потом территорию отобрать. Это один подход, и перед таким выбором стоит военное руководство ВСУ. Другое дело, что масштабы, мы должны понимать, несравнимы с теми отступлениями, которые были у россиян. Все-таки Бахмут – это небольшой город, и если, условно говоря, оттуда мы оставляем эту территорию, то это стратегически для нас ничего не меняет, а может быть даже улучшает ситуацию. Ровно в таком положении наши военные были летом, оставляя Северодонецк и даже в большей степени Лисичанск. Но с другой стороны возникает другой вопрос. А как долго мы будем отступать? Потому что если война продлится долго, и если мы не ответим серьезными контрнаступательными действиями, ну тогда через несколько лет они, так отбирая городок за городком, засеивая это своими трупами и, к сожалению, трупами наших солдат, потому что мы несем потери. И если сравнивать ресурсы, то для россиян их бойцы – это бесконечный расходный материал, который им не жалко. И российское общество давно готово к таким тратам. 150 тысяч для русских – это
Ну, во-первых, у них цифры потерь не объявляются, а даже если бы они объявлялись, поверьте, они это проглотят, я имею в виду сообщество россиян, российский народ. Объявят их героями и скажут, ну да, вот такую цену мы готовы платить. Помните послевоенную песню про День Победы? Нам нужна победа, да. Ну, да, из Белорусского вокзала. Нам нужна победа одна на всех, мы за ценой не постоим. Так вот, они за ценой не постоят, они готовы там укладывать. Тем более они придумали, тот же Пригожин придумал очень хороший ход, мол, давайте тратить на наименее ценных людей. Это заключенные. Да, вот заключенных не жалко. Все равно сидят по тюрьмам, все равно представляют опасность для общества. Пусть лягут на полях боев, убивая украинских солдат. Вот. Поэтому это сложнейший вопрос такого морально-этического. И точно я не чувствую себя вправе выдавать по нему какое-то экспертное заключение, потому что точно не являюсь военным экспертом и точно не являюсь обладателем, скажем так, полной информации о том, что там происходит на фронте. В основном, безусловно, разговариваю с теми, кто там находится. Огромное количество моих друзей и знакомых находится непосредственно там. Вот. Ситуация тяжелейшая для нас. И меня в большей степени волнует там, где я могу быть более полезным. Честно говоря, один из факторов, который сегодня определяет, победим мы в этой войне, какой ценой мы победим в этой войне, потому что мы в ней победим. По-другому я просто не вижу, потому что если мы не победим, нас просто не будет. Не будет ни страны, ни нас. Вот, поэтому определяется здесь, на Грушевского и на Банковой в Киеве. Потому что эта война теперь выигрывается... Вот смотрите, если в первом этапе войны мы сумели достичь, скажем так, определенного его перелома за счет героизма простых людей и военных, то теперь этот ресурс закончен. Выезжать на героизме людей, которые готовы лечь костьми под российским наступлением, просто невозможно, нереально и преступно. Сегодня надо выигрывать за счет технологий и умелого руководства страной. А вот с этим у нас все не в порядке. Очень интересная, резонанснейшая мысль. Я за нее хочу зацепиться, но у меня есть одно уточнение по вашему ответу. Я прекрасно понимаю, что задаю вопрос именно вам, украинскому гражданину, вам, как эксперту политическому, потому что вокруг Бахмута вот много политики. Ну, давайте все-таки смотреть правде в глаза. Вы сказали, что, отвечали на вопрос в разрезе, территории военные, вот в этой плоскости. Но есть еще и гражданские, а есть еще и дети. Последние дни обсуждается момент принудительного, эвакуации, принудительной, когда у родителей заберут детей, и те, которые откажутся, эвакуироваться, вот их, чтобы была возможность юридическая забирать детей и увозить с места боевых действий. А ведь это большая проблема, Сергей. Люди там есть. Их не так много, как было, но они там до сих пор есть, и даже с детьми. Что делать, как решать? Если бы это зависело от меня, я бы здесь имел очень четкие позиции, потому что, первое, я считаю, что каждый человек имеет право осознанно выбирать место своего нахождения. Каждый родитель отвечает за судьбу своих детей до 18 лет. Ни государство, ни кто-либо другой посторонний не имеет права в этот процесс вмешиваться. Поэтому это пункт первый. Пункт второй. На месте боевых действий не должно быть ни гражданских людей, ни тем более детей. Поэтому, с одной стороны, когда мы понимаем, что есть гражданские в зоне боевых действий, государство, чьими гражданами являются эти гражданства, должно применить все силы, чтобы предоставить людям возможность быть эвакуированными. И не просто эвакуированными, а потом в чистое поле, а и потом в дальнейшем создать все условия для того, чтобы они получили хотя бы временное, но проживание, возможность работать, субсидии, помощь и так далее. Это обязанность государства.
И, в общем-то, я знаю, что такие усилия там, в Донецкой и Луганской области, применяются. Более того, информационно сообщают, что надо эвакуироваться. Фронт приближается, надо эвакуироваться. И говорить в этой ситуации, что есть люди, которые не могут, уже нет смысла, потому что им все им по идее государство должно предоставить транспорт и все необходимое для того, чтобы они были, скажем так, эвакуированы с мест боев. А вот те люди, которые осознанно говорят, мы остаемся, даже с детьми, здесь ничего делать нельзя, это их осознанный выбор и их ответственность. Более того, бойцы, которые мне говорят, что люди, которые остаются, чаще всего просто ожидают оккупантов. И вы здесь ничего не сделаете. Они такой выбор сделали в другую сторону. И с того момента, как только они остаются на оккупированной территории, по всем международным правилам ответственность за их жизнь и безопасность несут оккупанты. Поэтому здесь все очень четко. Как бы это цинично не выглядело, но другого нам просто не дано. Таких других каких-то возможностей просто связать людей, одеть им наручники, отобрать у них детей. Отбор детей у родителей – это, ну, извините, я считаю, преступление. Отбор детей у родителей возможен только если родители реально потеряли перестали быть, скажем, адекватными и отвечать за себя. Больные, сумасшедшие, либо явно совершают преступления, наносят вред детям. Ну, это большой вопрос, Да. как, оставаясь в Бахмуте с детьми, это сумасшедшие люди или нет, потому что... Есть проблема, безусловно, что можно посчитать, что люди, которые остаются с детьми в Бахмуте, не очень адекватные и нормальные, я так считаю. Но забрать у них детей в этот момент, извините меня, а дальше что? Эти дети... Поэтому, к сожалению, но я, честно говоря, думаю, что это не такие массовые случаи. Вот даже для Бахмута, очевидно, это единичные случаи, которые там есть. Но все, что должно делать государство, это всем, кто хочет эвакуироваться, сообщить об этой необходимости, что надо эвакуироваться, и предоставить все возможные средства для того, чтобы это было сделано. И все-таки вернемся, давайте к мысли о том, что рецепт, формула, да, сейчас формула победы, формула дальнейших действий Украины лежит сейчас на Грушевского, на Банковой. Я хочу, чтобы вы детальнее остановились на этом моменте, потому что однозначность и, ну, давайте так будем говорить, твердость решений и взглядов на перспективы об окончании войны Зеленский, там, Ермак, вот вообще власть, офис президента демонстрирует нешуточную. Все ли, ну, есть ли основания для, ну, такой уверенности? Я не только спрашиваю там о границах 91 года, но и вот вообще шагах о том, что будет происходить дальше. Сегодня там генерал Назаров, да, в комментарии западным журналистам говорил, что мы пробьемся или, скажем так, на север Луганщины к границе, или разрежем сухопутный мост в Крым, а потом переговоры. И это, с одной стороны, вроде бы как подтверждает, ну вот, позицию железобетонную Зеленского, а с другой стороны, ну, скажем так, немного не сходится. Что думаете? Я думаю о том, что украинскому руководству надо осознавать несколько важных вещей. Первое. Честно себе признаться, что эффективного механизма управления страной и войной у них на данный момент нет. И главная проблема – это раздутый, коррумпированный, неэффективный государственный аппарат, начиная с Министерства обороны, заканчивая всем, что связано с налогами и сборами. Первое, недостаточно эффективно работает реальное снабжение армии всем необходимым для того, чтобы сдерживать оборону и осуществлять дальнейшие контрнаступательные действия. Чиновники Министерства обороны не понимают, не прилагают усилий для того, чтобы понять, какие проблемы нужно закрыть. Я, даже не будучи экспертом, от тех, кто этим непосредственно занимается, знаю две точно проблемы, которые просто горят красным огнем.
Первая проблема – это проблема дронов, как боевых беспилотников, так и разведывательных. Нам срочно необходимо снять все препоны для того, чтобы украинские военные могли и волонтеры закупать, покупать со всех частей света, без всяческих ограничений, любые дроны. И второе, нам надо необходимо наладить их производство здесь. И такая возможность есть, открыв все необходимые возможности для тех, кто готов и может их производить. Сотни маленьких, средних предприятий должны получать госзаказ, деньги, должны существовать в конкурентных условиях, должны выигрывать те и получать, кто делает лучшие дроны, которые показывают лучшие, скажем, показатели. Этого сегодня нету. А если об этом и говорят, чаще всего это оказывается показухой или работой под отдельно конкретного монополиста, который и даже в этих условиях думает не о победе страны, а о собственном кармане. А второе – это колоссальная нехватка, скажем так, самоходного минометного вооружения. Об этом говорят очень многие артиллеристы и малой артиллерии, так называемой, которая бы, с одной стороны, там, минометы – это очень простое устройство, поверьте мне, которое точно бы Украина могла спокойно производить, но самое главное, оно должно быть поставлено на колеса, быть мобильными, потому что миномет начинает быть целью и быть неопасным сразу после первых выстрелов, потому что противник пытается по выстрелам его обнаружить, поэтому он должен бить, быстро перемещаться. Вот идеальная схема – это хаймерсы. Вот должны быть такие малые хаймерсы минометные. Почему хаймерс идеальная схема? Во-первых, он стреляет достаточно точно. Во-вторых, он разворачивается быстро и быстро сворачивается и уходит. Но хаймерс – это очень дорогая система. А самоходный миномет – это система простая, недорогая. Его много у западных наших союзников, их надо просить. Но по моим данным, на данный момент Министерство обороны этим не озаботилось. И пробивание снизу очень сложное. Я уже не говорю, что на другом фронте, экономическом, потому что современная война – это война экономики и технологий. Ровно так же действуют люди, которые делают все, чтобы украинское предприятие, украинский бизнес, украинские предприниматели в своей деятельности преодолевали сотни препятствий, которые в виде инструкций, запретов, контролеров выстраивает им сегодня руководство страны, где главным идеологом такого подхода к экономике является человек, который впрямую работает на врага. Это господин Гетманцев. Непонимание, несознание этого, что дело тут не в том, что он агент, нанятый ФСБ, что его идеология и подходы архаичные, что он является прямым учеником такого человека, как Азаров, где когда-то самые эффективные, самые страшные спецслужбы в стране была построена Азаровым налоговой инспекцией. То есть мы много можем говорить, то есть без реального переустройства управления этой страны, мы, если войну и выиграем, то, к сожалению, огромными жертвами и героизмом солдат. А пора это делать просто не числом, а умением. Тем более в числе наш противник явно превосходит. И я вам скажу, да, они превосходят нас в готовности ложить своих бойцов, которых и в тюрьмах набирают, и мобилизуют сколько угодно, но они вполне начинают нас превосходить, и возникает паритет по тем же дронам, где это является, где они осознают эту проблему. Они закупают те же шахеды. Вот ситуация с шахедом показала. Закупают комплектующие через все серые схемы в Китае. И сегодня промышленность и экономика России позволит делать много как дронов, скажем так, камикадзе. И военные уже имеют на фронте проблемы. Они уничтожают наши, скажем так, артиллерийские установки. У них явное превышение по радиоэлектронной борьбе. Это создает проблемы нашим дронам. То есть они реально учатся в этой войне, и они реально собираются побеждать. А это другая часть вашего вопроса. Наивно думать, я думаю, что мы нанесем какой-нибудь успешный удар и усадим их за стол переговоров. Нет.
Цель, которую мы должны ставить, это полное освобождение наших территорий. И дальнейшая победа должна развиваться не за столом переговоров. Нет смысла договариваться с Кремлем. Почему? Потому что это бессмысленно. Ни один договор Кремлем не будет, скажем так, по-настоящему выполнен. Он им нужен как Минск-2, Минск-2 только для подготовки следующего нападения. А цель может быть победа наша может быть зафиксирована только в ООН, и я вам об этом не раз говорил, 3 пунктами. Для начала мы выкидываем оттуда, и уже сейчас ООН, и это тоже должно быть осознанно как в Министерстве иностранных дел, так и на Банковой, и на Грушевского, что надо приложить все усилия для того, чтобы не только просить у западного мира вооружения, но и просить их начать процедуру изгнания нелегитимно находящегося там страны-агрессора, который не имеет права там находиться. Не только потому, что нарушила устав ООН и развязала преступную войну, но еще потому, что процедур принятия она не проходила. И это дает нам 3 пункта, которые окончательно определят, что мы победили, даже если мы не вышли с ними на переговоры. ООН может принять решение о репарациях и экономически практически заблокировать страну, потому что все активы, все капиталы, которые у России находятся за рубежом, при решении Совета Безопасности ООН, где не будет России, могут быть, скажем так, созданы такие решения ООН, которые будут обязательными к выполнению. Все они должны быть арестованы, эти активы и капиталы, и направлены на восстановление Украины. Второе. Должен быть создан международный специальный трибунал. Только он будет легитимным, только мы должны не в ходе переговоров решать, что вы нам выдаете военных преступников. Потому что если Путин, его окружение, военачальники российские, военные не будут осуждены, никакой победы у нас не будет. Победа тогда, когда есть осуждение тех, кто войну развязал. А это решение ООН. При решении ООН это будет обязательным. Ну и третье, это дальнейшая демилитаризация этой страны. Только он может принять решение о том, что страна, проигравшая войну, должна, например, рядом с нами создать 300 километров зоны, где не должно быть ни войск, ни вооружений, ничего. Мы ООН можем просить как раз, вот выгнав россиян за наши границы, мы вполне можем просить ООН ввести войска ООН на границу между нами и Россией. Вот ровно, вот тогда возможен корейский вариант. Вот сейчас он невозможен, потому что корейский вариант сегодня, переговоры с Россией сегодня, это фиксация на многие-многие годы наших аннексированных и оккупированных территорий. В Крыму, Луганске, Донецке, а возможно и на юге частично. А это значит, мы сохраняем плацдармы будущего нападения. А вот если мы своими усилиями и эффективными боевыми действиями территории эти освободим, выйдем на границы 91 года, вот тогда будет корейский вариант. Когда на границе между агрессором и нами станут войска ООН. И нападение на нас будет просто физически невозможным. Как сегодня стоят войска ООН на границе между Северной и Южной Кореей. Хотя за эти годы Южная Корея, в принципе, создала высокотехнологическое, современное демократическое общество, цивилизованное, ну и, соответственно, вооруженные силы. И если в 50-х годах при поддержке Китая и Советского Союза практически армия Южной Кореи была сметена северокорейцами полностью, и только вмешательство войск ООН под предводительством США смогло ситуацию развернуть, то сейчас у Южной Кореи войска, способные противостоять войскам Северной Кореи. Вот. Поэтому нам очень нужно для победы еще и решение такой организации, как ООН, а это возможно, если мы изгоним оттуда нелегитимно там находящуюся Российскую Федерацию. Да, Сергей, вы вспоминали про Минск, вот приходят, ну, понятно, видео, да, даже есть, уже гуляет в сети. Вот мы начинали с Бахмута, и там в поселке Хромово, там взорван мост. Сейчас полиция Донецкой области сообщает, что есть еще пути по грунтовым дорогам, как доставлять боеприпасы, эвакуировать
мирных и вообще какое-то сообщение держать. Но у меня вполне логичный политтехнологический вопрос. Ну вот напрашивается аналогия с Иловайском. А, Может ли ситуация в Бахмуте выйти на вот такой уровень, да, вот каких-то договоренностей, каких-то вот, ну, процесса старта Нет, Минска очередного? я сразу вам по 3 параметрам эта ситуация отличается от Иловайска. В Иловайске были наши добровольцы, и они явно уступали введенным туда российским войскам по уровню боеспособности, вооружения, военному руководству. Это первое. Сегодня мы имеем принципиально другую армию и другое военное руководство. Тогда военное руководство не способно было осознать угрозу окружения, пропустило несколько важных дней, когда можно было наших батальоны отвести. Вместо этого те, кто должны были отвечать, стояли и принимали парад на Крещатике, не реагировали на данные разведки, на информацию о том, что русские пересекли границу и двигаются к Иловайску, и есть угроза, скажем так, окружения, а в дальнейшем пытались договориться с русскими наивно о каких-то коридорах, которые... Вот я сказал, почему с русскими нельзя договариваться. Вы договариваетесь в коридоре, дальше получаете расстрел наших войск и полный разгром. Зеленый коридор под Иловайском – это уже очень известный такой мем, что с русскими на поле боя договориться невозможно, их можно только уничтожить. Здесь другой уровень руководства. Я думаю, что Генштаб ВСУ четко понимает угрозу. И вот мы же начали с чего? Что есть данные, что принято решение выводить войска. Вот это то самое, и сберегать их. Вот это самое отличие. Ну и третье. У нашего политического руководства точно есть понимание, что Минска-3 оно себе позволить не может. Потому что украинское общество на 90% требует принципиально другого подхода к этой войне. Агрессор должен быть уничтожен. С ним нельзя договориться, иначе это конец нашей стране. В принципе, для части осознанного патриотического сообщества это было понятно и в 2015 году. И мы видели протесты, которые были под Верховной Радой в связи с готовностью Порошенко осуществить Минск-2 и пойти на осуществление всех требований, которые выдвинул в этом договоре Путин. Но это была не большая часть, скажем так, общества. Все остальные считали, что война где-то далеко, что лучше мир, что, скажем так, не так очевидно, что Россия на нас напала, это какие-то донецкие сепаратисты. Сейчас таких иллюзий ни в обществе, ни у руководства страны, политического руководства страны нету. Поэтому вряд ли здесь можно это сравнивать. Да, я бы хотел, ну, собственно, задать вам вопрос, который, вот он, ну, собственно, на поверхности, да. Договариваться нельзя, воевать сложно. Нет, не так. Слово «нельзя» неправильное. Договариваться неэффективно. Вы договоритесь и проиграете. Договор равен капитуляции и уничтожению Украины и наших войск. Не имеет смысла, это разные вещи. Нельзя, это когда вам не хочется, по каким-то причинам. Можно было бы, но нельзя. Здесь нету такой функции договориться. Договариваться можно только тогда, когда обе стороны видят возможность договориться и используют это для, скажем так, прекращения боевых действий. Когда одна из сторон, Россия, перемирие или какой-то там договор будет использовать для того, чтобы выиграть в этой войне, для того, чтобы нас уничтожить, нельзя, конечно. Потому что это означает уничтожение Украины, уничтожение нашей страны. Проигрыш для нас. А мы не можем себе это позволить, потому что вопрос выживания. Ну, то есть мы не можем позволить себе тоже паузу, чтобы нарастить силы и отбивать в будущем наши территории. Так получается. Пауза, чтобы нарастить силы, но это сложно, это надо говорить с военным экспертом. Мы, судя по всему, силы наращиваем. И как раз пауза это уже идет давно. С
последнего боевых действий в районе правобережного Херсонского плацдарма. Сколько еще надо нам времени, я не могу сказать точно. И почему мы до сих пор не наступаем, то ли войска не подготовлены, это надо спрашивать у военных. Да. Вот, не у меня. Но пауза, знаете, нам как выгодно, так и невыгодно. Потому что, с одной стороны, паузу можно использовать для подготовки контрнаступления, а с другой стороны, эту паузу использует наш противник. Потому что он в данный момент это собственное наступление пытается развивать, пытаясь отбирать у нас территорию и уничтожая наших бойцов. Брянская ситуация. Мне интересно ваше мнение, как вы смотрите, вот прошли сутки, да, и, ну, немного больше, чем сутки. С военной точки зрения пока никакого значения для нас не имеет. С точки зрения морально-психологической, прекрасная операция. Давно надо было, пора и в значительно большем масштабе именно так и действовать против России. Более того... Простите, как? Зайти и там рассказываю, как. двое убитых мирных, Для начала необходимо наращивать удары по военной структуре в глубине России. Теми же самыми беспилотниками. И слава богу, что сейчас наши, я так понимаю, пробуют это. И я надеюсь, удары будут все более и более эффективными. Потому что только так можно противостоять желанию России наносить удары по нашей инфраструктуре. Они наносят дорогущими ракетами, которые они производят и которые остались у них в запасе. Мы должны это осуществлять значительно более дешевыми средствами, и это и есть возможность. Тем более они тоже применяют шахеды, и шахеды нанесли много беды нам, потому что на момент, когда они массово их стали применять, мы еще не были готовы от них защищаться. Это первое. Второе, безусловно, действия диверсионных групп в тылу противника, которые бы создавали панику, создавали отвлечение их силовиков, которые от фронта, распыление их сил, они нам выгодны. То, что это не должны быть, скажем так, воины ВСУ, это однозначно. Это очень важно для мирового сообщества, чтобы мы не были агрессором, но это должны быть их партизаны, их противники, скажем так, режима, готовые с оружием в руках воевать с Путиным, даже националисты, те, которые, условно говоря, нам не близки по идеологии, но в данном случае использовать их, да. И пока я вижу, этот путь открыт, и он правильный, и он действенный, хотя бы потому, что с военной точки зрения особо ничего не произошло, а вот хайп это у россиян и панику, и определенную, скажем так, ступор у их руководства это вызвало. Значит, это правильный путь. Сергей, вам бы хотелось увидеть справку об исключении из состава вооруженных сил Украины иностранного добровольческого легиона, да, в составе ВСУ, вот этих людей на видео, которые там в желтом скотче с флагом своего РДК позировали на фоне админзданий сел в Брянской области? Мне никакая справка не волнует, исключение. Меня волнует только эффективность их действий против нашего врага. Вот и все. Чем больше мостов они в России подорвут, чем больше пустят под откос составов, чем больше они уничтожат самолетов на их аэродромах, как это произошло в Беларуси, например, с их разведывательным, тем для нас лучше. И вот я бы это хотел видеть. А справки меня не очень волнуют. Нет, вы же понимаете, к чему я задаю этот вопрос? О том, что, меня часто упрекают, что вот у тебя там есть российская аудитория. Приходит российская аудитория и с пониманием относится к действиям вооруженных сил Украины, вот о которых мы сейчас говорим. Когда летят дроны, бьют по нефтебазе, когда атакуются части, когда действительно, военный объект. Понятно, идет война. Но когда идет ДРГ и взаимодействует с мирным населением на территории Брянской области, вот здесь возникают вопросы. Еще раз говорю, вашему российскому аудитории, ваше государство, режим Путина
развязал преступную войну. В течение года убил тысячи наших детей, убил тысячи наших граждан, создал ситуацию, при которой миллионы наших граждан вынуждены были стать беженцами, убивает каждый день, продолжает убивать и разрушать наши города. Это война. И наивно думать, что она не придет к вам, что все будет в телевизоре и где-то там, а вы будете продолжать жизнь мирной жизнью. Он уже мобилизирует ваших мужчин и посылает в мясорубку этой войны. Он уже, условно говоря, нанес колоссальный вред вашему благополучию, потому что превращает день за днем вашу страну в страну изгоев. А сегодня экономика любой страны без глобальной экономики работать не может. Это бессмысленно. Иначе это превратится в Северную Корею, в страну концлагерь. И война все чаще и чаще стучится к вам и будет стучаться. И если вы сами не возьметесь за то, чтобы освободить себя от преступного режима, вы будете иметь гражданскую войну, диверсионные группы. На войне, к сожалению, гибнут и жители, потому что если наш дрон ударит по какой-то нефтебазе, нет гарантии, что там погибнут мирные рабочие, которые вроде как о войне не думали. Но они работают на нефтебазе, которая топливом заряжает танки, которые стреляют по нашим домам. Поэтому россияне, которые смотрят вас, должны четко понимать, Путин год назад сделал все, чтобы война пришла в ваши дома, а сегодня по факту она туда приходит. Никакого другого объяснения быть не может. Виноват преступник, вот ровно как Гитлер в свое время развязал в Европе Вторую мировую войну, при котором потом погибли миллионы немцев, и была разрушена практически вся Германия, и войска союзников оккупировали территорию. Вот. Безусловно, я не думаю, что прямо по такому сценарию будет развиваться эта война для России. Но чувствовать и понимать, что ваш президент является военным преступником, который вас втянул в войну, и гибнуть будут не только украинцы, но и россияне, надо четко понимать. Так выглядит война. Да, тем более, что я очень благодарен людям, которые пишут комментарии, которые действительно... Вот вчера, когда на канале у меня обсуждалось это событие, и сегодня, они пишут: ребята, ну какие там села, о чем вы? Дом в Запорожье, 5-этажку разбирают. 4 трупа вот по состоянию на момент разговора нашего с вами сейчас, и продолжаются там фрагменты, ну в общем это страшно. И это жилой дом, обычная 5-этажка, которая из-за обстрела от российской ракеты, вот что... Ну вот, нужно обсуждать. Ну, смотрите, мы здесь обсуждаем все и со всеми делаем... Уничтожен город, в котором жило 500 000 жителей, Мариуполь, снесен. Разрушен, колоссальное разрушение на Салтовке в Харькове и вообще по Харькову. Бомбили Чернигов, прилетало в Киев, снесен Бахмут, Северодонецк, Лисичанск. Я уже там не назову небольшие городки Донецкой и Луганской области. Разрушение. Развязан был террор, массовые захоронения в районе Изюма, про Бучу, Ворзель, Барышевку. Я молчу под Киевом, да, где просто грабили, расстреливали, насиловали обычных жителей. Серьезно. И только сейчас, когда какие-то националисты российские что-то там в 2 селах, извините меня, это просто как сравнивать: у комара поломалась ножка, да, а вы убили сотни птиц. Ну, не знаю. Поэтому но это важно с точки зрения осознания, что война стучится уже в дверь к россиянам. Они должны это понимать. И пока они не расправятся с Путиным, она будет стучаться и будет все сильнее и сильнее это делать. Я хотел обсудить с вами очень странную ситуацию в Херсоне, Херсонской области. Там местная администрация вот прям, ну, скажем так, негодует, украинская местная администрация, потому что, ну, там летит очень крепко. И это тоже еще одна, скажем, ну, вот горячая точка, вроде бы как освобожденная, они там ушли, оставили, Украина освободила. Там люди стоят в очередях за гуманитаркой и не хотят уходить, даже при обстрелах. То есть понятно, что они привыкли, и ну, инциденты... Вот
возникает простой банальный вопрос. То есть это настолько, получается, ну, как бы есть нечего, что вот приходится выстаивать за гуманитаркой даже под обстрелами. Саша, ну, что мы обсуждаем? Ну, давайте так, зачем мы это обсуждаем? На самом деле, вот, а, извините, задам некорректный вопрос. Вы какого года рождения? 88-го. Не знаю. Я, конечно, старше вас значительно. Мое детство прошло в советских фильмах про войну. И я, как советский школьник, хорошо помню, что даже я понимал, живя в благополучнейшие времена Советского Союза, мое детство прошло в 70-е, а юность в 80-е, поверьте, это высочайшее для Советского Союза благополучие. Бедности не было, все было жутко стабильно, учеба бесплатно, большие перспективы, ну и так далее, так далее. Вот. Диссидентство и еще что-то, это так вот, как бы так всех не касалось, где-то там непонятно, максимум это голоса свободы, там радио можно было слушать, и оно было как из другого мира. Но тем не менее я хорошо знал, что война это когда сотни людей гибнут. Война это когда сотни людей голодают, это когда теряют родственников и близких, это когда города в руинах. Так выглядит война. И да, мне было трудно представить, что в своем зрелом возрасте я это застану у себя дома. Эта война снова будет, и придет она отнюдь не от каких-то, извините меня, не с Запада, как мы привыкли. Придет она от, в кавычках, братского народа, который превратится в фашистский режим, в реальных фашистов. Вот. Но так выглядит война. Это картинки войны. И то, что сейчас в Херсоне, это картинки войны. Правда, слава богу, что теперь они не под оккупантами. То, что будут люди стоять за гуманитаркой, будет сотни беженцев, будут люди, которые потеряли свой дом и кров, будут люди, которые потеряли все, которые потеряли близких. Это картинки войны. И пока мы не разобьем противника и не выгоним, это будет. И единственное, что хочу сказать, вот, возвращаясь к прежней нашей теме, что такие картинки будут и в России с высокой вероятностью, и в Крыму, который себя, многие там считают, что это Россия, на самом деле это украинская территория. Крым, который голосовал, в том числе я вообще пытался общаться с знакомыми крымчанами, они говорили, ну мы голосуем, потому что мы не хотим, чтобы у нас было то, что у вас началось на Донбассе. Я говорю, ну на Донбассе это не у нас началось, на Донбассе это ваша Россия начала. На Донбассе и близко бы не было войны. Саша, я, если не ошибаюсь, вы тоже оттуда, да? Да, да. Откуда? Ну, из Луганска. Из Луганска, да. Вот вы же согласны с моим мнением, что если бы не Россия, протесты, недовольство, недовольство киевским руководством, как недовольство киевлянами было преступным Януковичем, да, разногласия, бытовые, все бы закончилось на бытовом уровне. Ну, я могу сказать, Действие – это абсолютно российская инициатива. Смотрите, и для меня все стало понятно, когда где-то в апреле в центре города Луганска бомж, ну, так нельзя, некорректно, ну, в общем, плохо выглядящий человек, скажем так, с признаками того, что он без определенного места жительства, наш украинский бомж дрался с неким мужчиной, вот прям в центре. Кричал, что вот понаехали, приехали со своей России, валите, это наша земля. Вот для меня эта картинка запомнилась. Почему? Потому что знали, что в соседнем магазине, ну, небольшой был магазин, там вот этих приехавших участников митингов, был там ряд митингов, с ними там рассчитывались, да, после митинга с ними там рассчитывались. И вот они вступили, они там, ну, как принимали на грудь, а потом, соответственно... Саш, я по-другому скажу. Конкретно российские боевики с оружием в руках зашли на территорию Украины с целью аннексии территории под названием проект Новороссия. И планировали, что это произойдет везде, просто называю вам. Сумы, Харьков, Луганск, Донецк, Запорожье, там тоже планировали, Николаев, Херсон, Одесса.
Это было рассчитано вот таким путем. Ввод боевиков с оружием в руках. Самый известный, понятно, какой, Гиркин. Потому что он впрямую это описывает, как после Крымской операции, где он занимался охраной там священнослужителей российского патриархата, он, собрав группу людей, двинулся, выбран был Славянск. Почему Славянск? Название хорошее. Борьба за Славянск. И второе, это хороший логистический центр, он просто в центре находится всей этой Новороссии, такой, знаете, пункт. Занятие его бы очень много определило. И абсолютная неготовность силовиков Украины противостоять. Выходили сначала на добровольцах, которые потом обвинили, что это националисты. И только потом как-то где-то армия, условно говоря, стала наполняться ресурсами, возможностями и так далее. Потому что такое Иловайск? Иловайск – это победа регулярных частей России над украинскими добровольцами, которые еще в кедах были и вчера на Майдане стояли с оружием в руках. Но благодаря Авакову, Корбану, Коломойскому их как-то вооружили, дали им какую-то технику, и они двинулись окружать Донецк. Потому что заходить в Донецк, не было никаких сил и возможностей, городские бои бы никто бы не выдержал. И вот удар российских войск, которые были к тому времени обучены, имели хорошее вооружение, явно превышали нас во всем и так далее. Война на Донбассе 8 лет – это абсолютное произведение российского государства. Но я возвращаюсь к приходу на их территорию войны, и мне тогда крымчане говорили: ну видишь, мы проголосовали, вошли мирным путем в Россию, у нас нет войны, а у вас там видите, что происходит. Я говорю: вы проголосовали за еще большую войну, которая к вам рано или поздно постучится в дом. Потому что когда Украина окрепнет, она начнет возвращать свои территории, и вас тут будут бомбить, тут будут происходить боевые действия. Я думаю, что мы это увидим в 2003 году. Как война постучится. Она уже стучится. Уже, помните картинки? Пляж, отдыхающие и огромный гриб взорвавшегося аэродрома прилетела, по-моему, на аэродром в Саке и так далее. Все. На самом деле тогда они проголосовали за войну, которая просто была отложена на 8 лет. Теперь война придет. И это касается... В Белгород давно пришла война. Да, она не такая масштабная, как в Харькове. Да, наши не практикуют тотальные ковровые бомбардировки, пуск ракет в любом направлении, попало в жилые дома, не в жилые дома, более-менее цели выбирают, да и ресурсов у нас таких нету, как у них. Но они уже ощущают, что война идет. Война идет. И очень важный сигнал для россиян. На самом деле, когда государство ставит цель уничтожить другое государство и убить много других людей, оно одновременно не готово защищать вас. Вот сегодня силы и ресурсов у Кремля защищать простых жителей нету, потому что относится она к ним как к расходному материалу. И таких целей не ставит. Их куда больше волнует нанести поражение украинским вооруженным силам, чем защитить там мирных граждан где-то. ПВО у каждой деревни стоять не будет. Да, понятно, что здесь для справедливости можно развернуть эту ситуацию на сторону украинскую. Понятно, что здесь тоже возле каждого там фельдшерского пункта и в каждой деревне не стоит ПВО, что тоже нужно отметить, потому что просто цели разные. Да? Украина воюет за свою территорию, а Россия... И ресурсы разные, да, Саша, да. и ресурсы разные. У нас, к сожалению, нету достаточных ресурсов, чтобы вести полномасштабную войну такого размера, как нам сегодня навязала Россия. Мы только к этому идем. И там стараемся делать, и то за счет наших западных союзников. То, что наше руководство за 30 лет не выстроило необходимой индустрии, которая бы способна была держать оборонпром, а те оставшие от Советского Союза оборонпромные предприятия, кстати, вот что надо ликвидировать, так это оборонпром, который возник при Януковиче как необходимость взять под контроль все денежные потоки, которые остатки оборонпрома бывшей советской Украины, Советского Союза получали от торговли оружием с зарубежными странами. Я помню историю с танками «Оплот». Танки «Оплот»
не сильно технически отличается от леопардов. В принципе, это очень хороший, доведенный до ума, модернизированный танк. Его с удовольствием покупали западные страны. Как вы думаете, какое количество танков «Оплот», произведенных в Харькове на заводе Малышева, да, получили наши войска при сивочолом гетьмане пане Порошенко? 1 или 2 для парада. Остальное продавалось и получалась валюта за рубеж. Сейчас поговаривают о 6-7 танках, которые такие есть в наших войсках. Но этого мало, очень мало. Нам в одной партии передают 14 танков, только там леопардов в одной партии передают. Это танковая рота, если я не ошибаюсь. Вот. Что мешало 8 лет создать хотя бы 1000 танков «Оплот», которые бы были на вооружении нашей армии и встречали бы российские Т-90? Да, вопрос риторический. Друзья, подпишитесь, пожалуйста, напишите, что вы думаете. У нас с Сергеем такой откровенный разговор. Я хотел бы поставить точку, абсолютно на другую тему, но она тоже связана, наверное, с перспективами, с будущим. Переименование железной дороги в Украине, ДИЮ как инструмент, да, коммуникации гражданина и власти активно начали использовать. Сначала, из последнего, да, выходной день 8 марта, выходной ли это день, предложили проголосовать в ДИИ. Теперь о переименовании в Киевскую, столичную железную дорогу. Юго-западное название еще досталось железной дороге из Российской империи. Вот от него будем избавляться. Какой бы вариант названия железной дороги выбрали вы? Слушайте, я еще не залазил, какие варианты предложены. Если вы мне продиктуете, я с легкостью вам скажу, какой бы я выбрал. Да, конечно, есть вариант столичная, такой вариант. Есть вариант Киевская железная дорога. И еще пару вариантов. Сейчас найду, скажу. Просто, все-таки показательный момент, да, советуются с пользователями ДИИ участники. Как вам такое переименование? Я не очень компетентен в этом, потому что, судя по тем названиям, что предложены, это предлагают, так может называться железная дорога, которая находится в Киевской области или в центральной Украине, Киевская, столичная. У нас вообще есть юго-западная железная дорога. Варианта предлагают 4. Это Киевская, столичная, центральная или северная железная дорога. Мне ни один не нравится, потому что я не понимаю, потому что мешает назвать всю систему железных дорог в Украине «Українська залізниця». Меня бы это абсолютно устроило. «Украинская залезница» очень хорошо звучит. И отделения там какие-то, да. И короткое. А отделения уже могут быть західна, східна, південна. Или если уж там останется областное деление, но я против областного деления на самом деле. Считаю, что оно тоже нам досталось уже от Советского Союза. Да, мне куда больше нравится топонимика типа Слобожанщина, Поділля, Донбасс, Таврия и так далее, и так далее. Но у нас страна не такая большая, чтобы просто не называть все, что связано с нашими железными дорогами, західне відділення української залізниці. А українська залізниця, как, в общем-то, то, что и раньше в Советском Союзе называлась Юго-Западная железная дорога. И в основном находилась на территории Украины. Да, Сергей Гайдай был моим собеседником сегодня. Сергей, спасибо за ваше время и ваши мысли. Спасибо вам. Друзья, берегите себя, всем желаю добра и света. Увидимся обязательно. До скорого.